России говорят о налоге на бездетность, в Канаде раскрыли ограбление века, а в ПАСЕ назвали Путина диктатором и ответственным за убийство Алексея Навального. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россиянам предлагают стать миллионерами в окопе. Скольких военных смогут озолотить? Теперь они будут получать единовременно 1 миллион рублей. Несколько войн одновременно могут начаться на планете уже в ближайшее время. Отправной точкой станет Европа. Если Путину позволят действовать безнаказанно, мы знаем, что он не остановится на Украине, и можем с уверенностью предсказать, что его агрессия продолжится. В России невероятный спрос на дешевую лапшу быстрого приготовления. Почему россияне перешли на макароны и потянут ли их кошельки еще и налог на бездетность? Если денег нет, приходится держаться, конечно. Доброе утро, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Российские военные убивают граждан своей же страны. По всей РФ зафиксированы уже более сотни убийств с начала так называемой СВО. Издание «Медиазона» сообщает об историческом рекорде. Согласно данным Верховного суда, лишь за 2023 год было осуждено 116 российских военных, то есть СВОшников. 98 военных осуждены за убийство человека без отягчающих обстоятельств, а еще 18 по более тяжелой квалификации, которая предусматривает до пожизненного лишения свободы. Помимо приговоров об убийстве, в 2,5 раза выросло и число дел о тяжких телесных повреждениях. В Кремле, где привыкли отрицать любые потери российской армии на линии фронта, теперь отрицают и то, что теряют своих граждан внутри страны. Например, российские вояки, вернувшись с фронта, убивали своих жен. Песков же говорит, не было такого. Вы, наверное, видели, что недавно президент Путин принимал участие в расширенной коллегии Министерства внутренних дел. И среди вызывающих обеспокоенности показателя эти виды насилия никак не фигурировали. В то же время любое насилие, преступление, грех в России по современным законам можно искупить. Путин по уже четкой процедуре помилует. Вот, например, в Красноярске курсант МЧС изнасиловал и убил 16-летнюю девушку. В зале суда даже не расстроился, когда его приговорили к 21 году колонии. Он улыбался и попросил отправить его на СВО, искупить вину. А тем, кто хочет убивать не россиян, а украинцев, мэр Нижнего Новгорода обещает вознаграждение в 1 миллион рублей. Такую выплату он называет заслуженной для тех, кто смел. Принял решение увеличить выплаты для тех, кто заключает контракты с ВСРФ в военкоматах Нижнего Новгорода. Теперь они будут получать единовременно 1 миллион рублей. Повышение городских выплат – лишь малая талика той благодарности, которую они заслуживают. Тем временем Кремль боится подорвать народную поддержку войны, поэтому, скорее всего, не будет объявлять новую мобилизацию. Потери хотят перекрыть именно контрактниками. Об этом пишет Bloomberg. Авторы издания подсчитали, что к концу 2024 года россиянам удастся увеличить армию еще на 300 тысяч человек. Плюс часть срочников тоже может заключить контракты. Издание пишет, что несмотря на наличие человеческого ресурса, россиянам вряд ли удастся захватить Харьков, Запорожье и тем более Одессу. Даже Славянск и Краматорск – недостижимые цели оккупантов в этом году. Проигрыш Украины в войне с Россией повлечет за собой большое количество конфликтов на планете, которые могут стать причиной Третьей мировой. В этом уверен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Если мы не защитимся, если Украина падет, то глобальная мировая система безопасности будет вообще разрушена, и всему миру нужно будет искать новую систему безопасности.
Или будет много конфликтов, много таких войн. И в конце концов это может привести к Третьей мировой войне. Поэтому наша общая задача — защитить демократические ценности, защитить существующую после Второй мировой войны глобальную систему безопасности и обеспечить долгосрочный и устойчивый мир на европейском континенте. Поэтому Россия должна проиграть эту войну, агрессоры должны быть наказаны, а путинский режим должен быть уничтожен. И только эти факторы приведут нас к устойчивому и долгосрочному миру. Фактически, версию Шмыгаля о новых войнах подтвердили и в Госдепе США. Там считают, что победа России может развязать руки другим диктаторам. И я бы хотел напомнить, что Соединенные Штаты невероятно заинтересованы в успехе Украины. Если Путину позволят действовать безнаказанно, мы знаем, что он не остановится на Украине, и можем с уверенностью предсказать, что его агрессия продолжится. Другие потенциальные агрессоры по всему миру обратят на это внимание и начнут свою собственную агрессию. И у нас будет мир, полный конфликтов, а не мира и безопасности. Джо Байден тоже говорит о войне, правда, не о Третьей мировой, а о Второй. Во время визита в Питтсбург он решил вспомнить своего дядю, тело которого не смогли найти и вернуть в США из Новой Гвинеи, якобы из-за каннибалов. Семейную историю американский лидер вспомнил, проводя аналогии с нынешним временем. В частности, Байден говорил о том, что надо заботиться и о американских военных, и об их семьях. Мой дядя Эмброуз, он был чертовски крутым. Он был армейским летчиком, летал на одномоторных самолетах над зонами боевых действий в качестве разведки. Его сбили в Новой Гвинее, и тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов. При этом CNN пишет, что этот рассказ Байдена отличается от данных Пентагона. Согласно официальной версии, самолет, в котором был дядя Байдена Финнеган, упал в воду около Новой Гвинеи. 3 мужчин, которые были на борту самолета, не смогли выбраться из него и утонули. CNN также сообщает, что Белый дом не предоставил дополнительных деталей, как и почему каннибалы препятствовали поиску останков Финнегана. В России продолжают говорить о том, надо ли вводить налог на бездетность, как было в СССР, или же не надо. Потрусить кошельки россиян и стимулировать их рожать как много больше буквально несколько месяцев назад предлагал депутат Госдумы Евгений Федоров. На демографические проблемы сетовал и российский диктатор Путин, которому, очевидно, нужны все новые и новые солдаты в будущем. Теперь же граждан России пытаются якобы успокоить и обещают, что платить налог за то, что не хочешь рожать детей, не обяжут. Опять же, стоит ли верить этим заявлениям? Какие ваши мысли? Напишите об этом в комментариях. Понятно, что сейчас мы ни о каких налогах на бездетность не можем говорить, потому что у нас много ситуаций, когда не по желанию детей нет. Да, вот то, что мы с вами, с чего мы начинали, когда один ребенок в семье и есть вопросы, в общем, очень часто у нас по медицинским показаниям нет детей. И, кстати говоря, не только по женским. У нас с точки зрения бесплодия половина проблем – это от мужчин. А мужчины не ходят к врачам, к сожалению. Вот, пока мужчина дойдет до врача, уже репродуктивный возраст у женщины закончится. Лапша быстрого приготовления стала одним из самых употребляемых продуктов среди россиян. Об этом, не стесняясь, пишут федеральные пропагандистские СМИ. Итак, спрос на покупку лапши вырос на 116% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, россияне охотно едят полуфабрикаты и консервы. Пользуются популярностью еще и замороженные овощи. Такие данные приводят, опираясь на данные маркетплейсов. В Росстате сообщали, что в 2023 году продовольственные товары подорожали якобы лишь на 8%, на фрукты и овощи цены выросли на 24%, на яйца на 61%, а вот дешевели как раз макаронные изделия практически на целых 4%. Возможно, в этом и кроется нынешняя любовь россиян к лапше из пачки. Тем временем Кремль тратит бюджетные деньги на массированные атаки Украины. Например, один из первых масштабных обстрелов Украины в январе этого года обошелся в Москве в как минимум $620 миллионов, писал Forbes.
120 миллиардов, это 11 триллионов российских рублей в 2024 году направляется на военные расходы. Так что, естественно, мы должны четко понимать, что когда мы с вами говорим о улучшении жизни россиян, это направление, это вещь, которая, извините, напрямую зависит от конкретного финансирования из центральных и местных бюджетов. Если денег нет, приходится держаться, конечно. Кражу века раскрыли в Канаде. 6 человек задержаны и еще 3 разыскивают. Все они причастны к ограблению одной из зон международного аэропорта Торонто. Год назад смогли вывести груз из Швейцарии. Речь шла о практически 7 тысячах золотых слитков и 2,5 миллионах канадских долларов. В целом же тогда бандиты озолотились на 16 миллионов долларов. Ограбление стало крупнейшим в истории Канады. Преступники после погрузки слитков в грузовик смогли спокойно скрыться, предъявив фальшивую накладную на вывоз морепродуктов. Куда исчезло золото, пока загадка. Полиция нашла у задержанных лишь 1 килограмм и немного денег. Следователи предполагают, что слитки могли обменять на оружие, которое также обнаружили во время обысков. Было обнаружено золото на сумму $90 тысяч. Из него были сделаны браслеты. Собственно, это и все, что нам удалось найти на данный момент. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.